Какой город теперь пытается уничтожить российская армия? Лукашенко раскрывает все детали наступления россиян в 2022, а Турция жестко реагирует на теракт. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Лукашенко говорит, как все было в начале вторжения и почему армия КНДР – это выдумка. Даже если бы мы ввязались в войну, это путь к эскалации. Оккупанты пытаются показать, что захватили Селидово в Донецкой области. Итоги БРИКС. Новые союзы или кто с кем дружит теперь. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Оккупанты прорываются в Селидово. В телеграм-каналах даже появляются видео, на которых российские военные на крыше какой-то многоэтажки поднимают российский флаг. Видео проверить возможности нет, но если вы узнаете местность, может быть, строение, дома, можете подтвердить, где видео было снято, пишите нам в комментарии или в чат-бот в Телеграм. О чем известно сейчас из открытых источников. Ситуация на передовой в районе Селидова остается напряженной. По информации Офиса Генерального прокурора Украины, российские войска убили 4 украинских военнослужащих Национальной гвардии, захваченных в плен во время штурма украинских позиций. Все это произошло 6 октября, когда российские силы начали атаку на укрепления и смогли захватить бойцов в плен. При этом позже, записав видео с их допросом, на следующий день украинские силы обороны восстановили контроль над потерянными позициями и обнаружили тела убитых защитников. Правоохранительные органы Украины уже начали расследование этого военного преступления, что подчеркивает серьезность и жесткость ситуации на линии фронта. Кроме того, сообщается, что в район Селидова активно входят новые подразделения противника, что свидетельствует о поступлении резервов для укрепления позиций россиян. Несмотря на массовые вылеты экипажей FPV-дронов сил обороны Украины для атак на эту вражескую пехоту, таких усилий оказывается недостаточно для сдерживания давления. Захваченные российские военные подтвердили, что силы противника получают подкрепление и их давление продолжает усиливаться. Мы поговорили об этом с военным аналитиком Александром Коваленко. Селидово – это населенный пункт, который разделяется на две части речкой Соленая. И именно по южному берегу речки Соленая российские оккупационные войска имели возможность выхода по улице Береговая к району многоэтажек. Там они сейчас закрепились. То есть Береговая, Центральная и Шевченко, где размещены многоэтажки, они закреплены. Они уперлись в канал, который идет от речки Соленая фактически, и перерезает всю южную часть населенного пункта, они уперлись именно в эту природную преграду. Кроме всего прочего, они имели возможность именно в южном секторе наступать с села Цукуриное и Украинск. Эти два села были не так давно захвачены, и после их захвата они стали методично продвигаться именно на север или, иными словами, к югу от самого Селидова. Кроме всего прочего, российские оккупационные войска имели возможность прорваться несколько дней назад через железную дорогу, которая находится уже в северном секторе. Боевые действия в южном секторе Селидова граничатся именно многоэтажками. То есть вся восточная часть, а это именно частный сектор, находится под контролем российских оккупационных войск. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Лукашенко собирается участвовать в избирательном процессе в Беларуси. Представляете? А то, что свое заявление он сделал в России, абсолютное совпадение. Ведь сделать это в Беларуси он не мог. Если сторонники скажут, если ситуация так будет складываться, если Беларусь решат, президент будет выдвигать свою кандидатуру. Это первое. Что касается желания. А что касается того, где и как это было сделано, я бы не искала здесь какой-то глубокой конспирологии, честно скажу. Так совпало, действительно, пока мы направлялись сюда, в Казань, когда мы летели, было сказано об этом в Палате представителей,
Вот, наши депутаты решили и определились с датой. И действительно президент узнал об этом по прилету, как и мы все, как и вся белорусская делегация. Российские журналисты спросили, президент ответил, ну, почему бы нет. Третий день саммита БРИКС. Много интересного произошло накануне. Например, операторы заметили разговор премьер-министра Армении и президента Азербайджана. Это действительно одно из самых значимых событий, я имею в виду БРИКС, по крайней мере для России, но точно не выход ее из изоляции, как это трактуют сейчас российские медиа. Из заявлений Путина можно понять, что главной темой для него есть Ближний Восток, а никак не Украина. Но таки немножко сорвался. Говорит, Украину используют для создания критических угроз безопасности России. Те, кто хочет нанести России стратегическое поражение, не знают истории страны. Их расчеты иллюзорны, говорит Путин. Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшееся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа. Но, как условились, среди главных тем нашей дискуссии будет обстановка на Ближнем Востоке. А пресс-секретарь Путина в принципе говорит, что не время для Украины, никому это не интересно. Потому что это не центральный вопрос БРИКС, абсолютно. Да, это важный вопрос российской повестки дня, но это далеко не центральный вопрос БРИКС. И настолько, насколько это должно фигурировать на повестке дня БРИКС, это было отражено. Но почему-то все об этом говорят. О других итогах. Россия и Китай рассматривают возможность создания общей валюты для расчетов между странами БРИКС. Предполагается, что валюта может называться The Unit и будет обеспечена золотыми резервами. Отмечается, что Китай в последнее время активно сокращает использование доллара и американских облигаций, накапливая при этом запасы золота. Во всех аэропортах Турции объявлен оранжевый уровень тревоги в связи с возможными терактами. Напомним, вчера в Турции произошел теракт в здании аэрокосмической компании. 2 террориста, 1 мужчина и 1 женщина, были нейтрализованы. К сожалению, у нас есть 4 мученика и 14 раненых, 3 из которых находятся в тяжелом состоянии. Я желаю скорейшего выздоровления нашим раненым. Мы осуждаем терроризм. Мы пытаемся установить личности погибших террористов. Как только их личности будут известны, мы сообщим их вам и скажем, какой террористической организации они принадлежат. По словам министра внутренних дел Турции Али Ярликая, 2 преступников, участвовавших в нападении, предположительно были членами рабочей партии Курдистана. Ну а уже ночью ВВС Турции нанесли удары по позициям курдов в Сирии и Ираке. По данным турецких властей, в результате атак были уничтожены более 30 целей, связанных с этой организацией. На теракт отреагировали в Белом доме. Там осудили нападение на штаб-квартиру компании Turkish Aerospace Industries. Прежде всего, я хочу выразить наши соболезнования жертвам ужасного теракта, произошедшего сегодня утром в Анкаре, в Турции. Мы молимся за всех пострадавших, за их семьи и, конечно же, за народ Турции в это очень трудное время. Турецкие власти, как они уже сказали, расследуют это как возможный теракт. И хотя мы пока не знаем ни мотивов, ни того, кто именно за этим стоит, мы решительно осуждаем этот акт насилия. Государственная Дума РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Этот документ был подписан Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в июне этого года во время визита Путина в Пхеньян. Согласно договору, стороны обязуются предоставлять военную и другую помощь в случае нападения на одну из стран. Помимо вопросов безопасности, документ охватывает различные сферы сотрудничества, включая экономику, энергетику, транспорт и научно-техническое взаимодействие. Договор – это итог, если хотите, проделанной работы на уровне глав государств и, конечно, понимания между народами и нашими странами. Ратификация договора отражает стремление Москвы и Пхеньяна укрепить свои двусторонние отношения на фоне роста напряженности в международной политике и санкционного давления.
вместе будут санкции обходить. Ну и договор должен как-то документально, но негласно, скорее всего, закрепить присутствие северокорейских военных на оккупированных территориях. Но, к примеру, Александр Лукашенко, который взялся это вдруг комментировать в интервью BBC, все это опровергает. Не может, говорит, такого быть. Говорит, знает Путина. Это будет шаг какой-то эскалации конфликта. Если на линии соприкосновения появятся вооруженные силы чьи-то, даже белорусские, которые вы считаете, что мы соагрессоры. Даже если бы мы ввязались в войну, это было бы путь к эскалации. Почему? Потому что вы, англосаксы, сразу же бы заявили о том, что, ну что ж, в конфликт ввязалась другая страна, союзная. Ну, значит, НАТО имеет право помочь Украине. Так есть или нет? Как можно спрятать боевиков из КНДР? Поговорили об этом с военным аналитиком группы «Информационное сопротивление». Как только они окажутся по линии боестолкновений, вне зависимости от того, какая это будет локация, будут 200-е и 300-е. Ну, с 200-ми несколько сложнее, а вот 300-е, которые начнут говорить на корейском, не на бурятском, не на тувинском, не на других диалектах, они сразу же себя идентифицируют. Поэтому, конечно же, как только они будут принимать участие в реальных боевых действиях по линии боестолкновения, об этом информация появится в открытых источниках. И вся ложь и манипуляции российской пропаганды, они сойдут на нет. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.